Сегодня я вам расскажу об одном из художников, писавших страшные и странные картины. Эдвард Мунк, норвежский живописец и график, родился 12 декабря 1863 года, Лётен, Хёдмарк. Умер 23 января 1944 года, Экелю, близ Осло. Первый представитель экспрессионизма и один из первых мастеров селфи. Он часто снимал себя сам на камеру. Самая узнаваемая картина Мунка – «Крик». Творчество его охватывало мотивами смерти и одиночества. Например, картина «Смерть Марата» написана маслом на холсте в стиле экспрессионизм в 1907 году. На картине изображена историческая сцена, а именно политическое убийство французского революционера и якобинца Жан-Поля Марата дворянкой Шарлоттой Корде. Темой данного произведения является, по утверждению художника, борьба между мужчиной и женщиной, но до настоящего времени нет полного описания картине. По моему мнению, эта картина жутковата и мрачна. Мунк родился в семье военного врача Кристиана Мунка и его жены Лауры Катрин Мунк, урожденной Бьёльстад. Был вторым ребенком в семье. У него была старшая сестра Йоханна София, две младшие Ингер и Лаура и брат Андреас. Семья жила небогато, но происходила из влиятельной в культурном плане семьи. Дальним родственником был известный художник-неоклассицист, ученик Жана Луи, Давида Якоб Мунк. Отец Кристиана был известным проповедником, брат Питер Андерсон Мунк, выдающимся историком. В детстве Эдварда семья часто переезжала в связи с отцовской службой, а также из-за недостатка денег, снимая более дешевое жилье. Детские годы будущий художник провел в Христиании, столице Норвегии, ныне Осло. С детства Эдвард Мунк узнал, что такое потеря близкого человека. Его мать умерла от туберкулеза, когда Эдварду было 5 лет. Старшая сестра София умерла от той же болезни, когда Мунку исполнилось 15. Они были очень близки. Отец художника был добр к детям, но был очень религиозным. Под влиянием его проповедей Эдвард беспокойно спал по ночам. Во сне его преследовали видения о страшном суде и адских муках. Талант к рисованию у него был с детства. В будущем смерти и болезни, которые видел маленький Эдвард, стали темой его картин, сложенных из страха и трагедии. Все это сказалось на его психике. Смерть сестры стала разочарованием в религии и положила начало для написания картины «Больная девочка». Весна. Комната умирающего. У другой его сестры Лауры диагностировали шизофрению. Трагедии преследовали его до конца жизни. Позже Эдвард поступил в технический колледж, показывая отличные успехи в физике, математике, химии. Он все-таки принял решение бросить колледж и стать художником. Отец был против такого решения, но многие родственники и друзья поддержали его, и он поступил в Королевскую школу рисования. Наставником стал художник-натуралист Кристиан Крок. Первый дебют картины художника состоялся в 1883 году с картины «Этюд головы». В том же году Мунк выставил картину «Девушка, разжигающая огонь в печи». В 1884 году получил стипендию и смог посетить Францию. Летом Мунк едет с семьей на съемную дачу в Осгорстране, и это место станет его любимым. Здесь же он купит собственный дом. В 1885 году у Эдварда случился роман с Милли Таулов. Для него это была серьезная связь, а для Милли – просто развлечением. Не было написано ни одного портрета Милли. Биографы утверждают, что она не оставила и следа в его живописи, а другие видят ее в картинах «Голос» и «Лунный свет». В 1886 году картина «Больная девочка» стала причиной скандала. Картина эта – воспоминание о больной сестре. Но критики посчитали ее незавершенным наброском, упрекали в небрежности и нежелании совершенствовать технику. Далее
он писал более консервативные картины, например, «Весна». Во время второй поездки в Париж он начал посещать уроки Леона Бона. Вскоре после инсульта умер его отец. Кристиан Мунк Эдвард не успел на похороны отца и после впал в депрессию, прекратил уроки у Леона Бона, порвал связи с друзьями. В этот же период он написал самую известную картину «Ночь в Сен-Клу», изображая то ли себя самого, то ли своего умершего отца. Это загадка. Мунк восхищался картинами Ван Гога и Гогена. Вернувшись в Норвегию, он написал картину «Меланхолия», затем полотна из цикла «Фриз жизни», это настроение на закате, из которой появится картина «Крик». В 1892 году в Христиании художник-пейзажист Адельстен Норман устроил Мунку выставку, которая привела к скандалу и требованию закрыть выставку. Но Эдвард Мунк, привыкший к таким поворотам, отнесся с иронией к происходящему. Знакомиться с Августом Стринбергом, Станиславом Пшибышевским и его будущей женой Дагни Юль, музой Эдварда. Мунк постоянно передвигается между Парижем, Берлином и Христианией. В 1898 году у Мунка завязывается роман с богатой, молодой норвежкой по имени Тула Матильда Ларсен. Отношения были очень теплыми, но в дальнейшем Тула стала утомлять и отпугивать Мунка. В 1902 году Тула, чувствуя охлаждение к ней Мунка, попыталась покончить с собой. Между Мунком и Тулой произошел странный инцидент, в результате которого художник прострелил себе руку. Мунк был госпитализирован, и отношения с Тулой завершились. Роман с Тулой, ее попытки суицида и история с револьвером плохо сказались на психическом состоянии Мунка, и он стал вспыльчив и подозрителен. В 1903 году у него завязался роман с виолончелисткой Евангельдиной Мадок, выступавшей под псевдонимом Эва Мудочи. Их отношения омрачились болезненным поведением Мунка. В конце концов, они расстались. В этот период Мунк пережил несколько нервных срывов, ссорясь со знакомыми и незнакомыми людьми. Мунк был привлекательным мужчиной, однако отношения с женщинами у него не складывались. Неудивительно, что целый цикл картин посвящен именно ревности и непростым отношениям, а также одиночеству, такие как «Ревность», «Вампир», «Поцелуй». К спиртному Мунк был неравнодушен. Алкоголь пагубно влиял на него. Автопортреты Мунка показывают его пристрастие, где он в окружении бутылок и стаканов, а также он был заядлым игроком в карты, до такой степени, что чуть не застрелил приятеля. В течение нескольких месяцев, которые он провел в клинике доктора Якобсона в Дании, Мунк воздерживался от алкоголя и табака. Лечение пошло ему на пользу. Он оставался трезвенником долгое время. В 1908 году его поместили в психиатрическую клинику в Копенгагене. Он провел там более полугода. За время пребывания в клинике он написал портрет лечившего его профессора Якобсона. Но все-таки с конца 1900-х годов стиль его картин изменился. Все сюжеты стали мирными и обыденными, изображая рабочих, крестьян, жизнь на природе. В 1916 году Мунк купил виллу Экюлю, где прожил всю оставшуюся жизнь. Земельные участки позволили ему заняться сельским хозяйством, и это стало его увлечением. С помощью работников он выращивал фрукты и овощи, разводил домашнюю птицу. В 1918 году художник заболел испанкой и благополучно выздоровел, несмотря на слабость его здоровья. В 1919 году он написал автопортрет после испанки. В 1930 году у Эдварда Мунка произошло кровоизлияние в стекловидное тело правого глаза, и он практически прекратил писать. Он рисовал эскизы в виде искаженных форм. В 1940 году Норвегия была оккупирована нацистской Германией, и он жил в тревоге, ожидая возможной конфискации своих работ из собственного дома. У Мунка не было семьи и детей. Он не желал передавать наследственные заболевания потомкам, так как в семье были душевные недуги и туберкулез. Он сам побывал на грани жизни и смерти. Все в его семье умерли рано, только он дожил до 80 лет.
После его смерти все его работы, хранившиеся у него дома, должны были быть переданы городу. Коллекция – это несколько тысяч полотен, рисунков, гравюр и рукописей. Это основа для собрания будущего музея Мунка, открывшегося в 1963 году. В 2015 году наследие Мунка перешло в общественное достояние. До этого музей Мунка выступал как официальный правообладатель в вопросах, связанных с коммерческим использованием его картин. Крупная коллекция работ «Крик», «Мадонна» и «Больная девочка» принадлежит Национальной галерее в Осло. Рыбацкая хижина в Асгарстране, где он подолгу жил и работал, сейчас как дом-музей, вся обстановка которого осталась нетронутой со времен его жизни. Работы Мунка входили в число самых дорогих проданных картин. В 2006 году его гравюра «Двое одинокие» была продана на аукционе за 8,1 миллионов норвежских крон, это 1,27 миллионов долларов США, и стала самой дорогой, проданной в Норвегии. В 2012 году одна из версий картины «Крик» была продана на аукционе за 119,9 миллионов долларов, став самым дорогим на тот момент произведением искусства. Портрет Эдварда Мунка изображен на банкноте 1000 норвежских крон. В 2013 году, в честь 150-летия со дня рождения Мунка, Почта Норвегии выпустила серию марок с репродукциями его работ. Самая страшная картина Мунка – «Смерть Марата», но самой известной стала одна из его работ «Крик». Существует 4 ее экземпляра, написанных между 1893 и 1910 годами. Первоначально картина называлась «Отчаяние». Охваченный ужасом человек с этой картины стал одним из самых узнаваемых образов. В частных руках остается только один вариант картины 1895 года. Он был продан 2 мая 2012 года за 119,9 миллионов долларов. Картины Мунка становились мишенями для злоумышленников. В 1994 году из Национальной галереи был похищен «Крик», но спустя несколько месяцев его удалось вернуть обратно. Как выяснилось, в 1988 году один из преступников уже был приговорен к тюремному заключению за участие в похищении картины «Вампир», которую также вскоре обнаружили и вернули в музей. 22 августа 2004 года двое вооруженных преступников вынесли из музея Мунка, хранившийся там, вариант картины «Крик» и «Мадонна». В мае 2006 года 3 обвиняемых в краже были приговорены к тюремным срокам, а в августе полиции удалось обнаружить работы. За время нахождения в руках похитителей оба полотна получили повреждения. На них присутствовали царапины и следы от влаги, холсты были надорваны. В декабре 2018 года из музея Стенерсона в Осле было похищено 6 работ художника. Среди них «Смерть Марата», «Омега плачет», «Плачущая девушка у кровати», портрет фрау Ре, Оге Кристиан Герлиф, Тиргартен Берлин и не найдены до сих пор. Эдвард Мунк – один из самых дорогих художников планеты и самый плодовитый. За 60 лет работы экспрессионист оставил почти 40 тысяч работ. 28 тысяч хранится в Осло, остальные в частных собраниях и галереях всей планеты. А также Мунку можно дать титул художника, картины которого воровали чаще остальных. Лично для меня картины Мунка жутковатые и непонятные. Хотелось бы услышать ваше мнение. Пишите в комментариях, что вы думаете о картинах Эдварда Мунка и какие картины других художников вызывают у вас страх и недоумение. С биографией великого художника можно познакомиться в книге «Эдвард Мунк. Биография художника» автора Атли Несса. Если вам была интересна данная мной информация, поставьте лайк и подпишитесь на канал, включив, конечно, уведомления. Впереди нас ждет очень много интересного. Всем пока, до новых встреч!